Здравствуйте, глубоко уважаемая Инга, Яна и подписчики канала «Ведьмина изба». Меня зовут Алена, мне 50 лет. И я хотела бы поделиться своей историей и как меня спасла уважаемая Инга. На канал «Ведьмина изба» я попала совершенно случайно, но, вернее, мне как бы случайно подсказала моя сотрудница, видя мое состояние. В тот момент я разводилась с мужем, с которым мы прожили 25 лет. У нас 2 детей, жили, не тужили. Ну, как и все. Всякое в жизни было. Но мы старались, работали, карабкались, как могли. Особенно в 90-е было очень тяжело. Но случилось так, что у него появилась другая, и я своего мужа перестала узнавать. Он стал совершенно другим, чужим. Ну, в общем, мы развелись. Но со мной стали происходить такие вещи, о которых я даже представить себе не могла. У меня была жуткая депрессия. Я была на самом дне, как мне тогда казалось. Дело, которое я создавала, которое любила и в которое вкладывала всю свою душу, разваливалось. За что бы я ни бралась, все заканчивалось неудачей. А все, что я умела делать, у меня просто перестало получаться. Как будто это была не я. Меня ничего не радовало. Здоровье подкосилось, причем очень резко. Долги росли, как снежный ком. У меня было ощущение, будто я нахожусь как за стеклом. Знаете, как в аквариуме. Как будто жизнь проходит мимо меня, а я смотрю на все, как будто это кинофильм. Меня мучили по ночам кошмары. Просыпалась как по будильнику в 3 часа ночи. Долго не могла уснуть, а утром разбитая шла на работу. И я погибала. И я это отчетливо осознавала. Я ничего не могла с этим поделать. По всем фронтам у меня был полный крах. Так вот, я стала слушать и смотреть видеоролики уважаемой Инги. Я их слушала взахлеб. Иногда переслушивала их по нескольку раз. И в каждом ритуале я находила ответы на свои вопросы и четкое объяснение. И не только. Это было, как, знаете, как глоток свежего воздуха. Я засыпала и просыпалась с наушниками в ушах. Я слушала и изучала, слушала и изучала. И голос Инги лился, как бальзам на душу. А иногда она давала такую встряску, как будто все, что говорила уважаемая Инга, адресовано было лично мне. Это просто удивительно. А затем я потихоньку начала делать ритуалы. Начинала с чисток. Потом ритуалов на деньги, удачу. И на тот момент у меня было одно желание попасть на консультацию к уважаемой Инге. Я написала Яне с просьбой записать меня на консультацию, но мне было отказано. Это я теперь понимаю, что на тот момент я была не готова. Но, как учит нас уважаемая Инга, не нужно ныть, нужно действовать. И я действовала неделю чистки, а иногда и 2 недели. Потом ритуалы на деньги, на удачу. И хочу сказать, что невероятные просто вещи происходят во время чисток. Но то, что становится легче, это однозначно. Мои любимые чистки – это соляной столб, армянская сила, грузинская сила, Параскева пятница, сила земли, цыганская чистка, призыв 7 черных девов от зависти, от вредителя, от злых чар,
снять с глаз финансов Дуся, Маруся да Варвара, сжечь денежный застой и многое другое. Мне это помогало, но на время. И меня все не оставляла надежда, что я когда-нибудь попаду на консультацию к уважаемой Инге. И как-то, слушая очередной ролик, очередной ритуал, уважаемая Инга сказала, что если у вас один раз не получилось ко мне попасть, то это не значит, что это навсегда. Пробуйте снова. И я, собрав всю волю в кулак, ой, как мне было, страшно, я переживала очень. Вы просто не представляете. Я написала Яне еще раз, что я хочу попасть к уважаемой Инге на консультацию. И я очень вежливо и тактично, не знаю, почему говорят все, что она злая и грубая. Ничего такого не было абсолютно. Она очень вежливо и тактично ответила, что спросит сперва уважаемую Ингу, возьмет она меня на консультацию или нет. И, о боги, так я попала к уважаемой Инге на консультацию. Вы знаете, когда мне на консультацию уважаемая Инга рассказала всю мою жизнь, я рыдала, как ребенок. И все, что она мне сказала, все, что она мне сказала, было точь-в-точь. А ведь она меня никогда не видела, и я ее тоже никогда не видела. Только по фото и видео через YouTube. Она мне рассказала о моем детстве, о моих родителях, о моем замужестве. Она мне говорила такие вещи, которые знала только я. Рассказала, что со мной случилось, как это происходило и почему это происходило. Ее голосовую я переслушивала, наверное, сотни раз и рыдала. Когда уважаемая Инга начала меня спасать, именно спасать, не побоюсь этого слова, было очень тяжело. А в видеоролике, который называется «Чистка», подробно уважаемая Инга рассказывает, что и как происходит чистка, что ощущает человек, через что он проходит и так далее. Я знала, что будет тяжело, но что так будет тяжело, я просто не ожидала. Как говорят, почувствовала на собственной шкуре. Я ходила как пьяная, как в тумане. Болело все тело, ломило, тошнило и так далее. Но в это время мне приходилось еще и ходить на работу. Мало того, выполнять все рекомендации. И обычно чистка человека, как уважаемая Инга говорила, длится 3 месяца. Но со мной это было чуть дольше. И в течение всего времени уважаемая Инга была со мной на связи. Хочу сказать, что я не задавала лишних вопросов. Вернее, я их вообще не задавала, зная, насколько она занята. Но все, что я хотела услышать, все, она мне все сказала сама. Как будто она прочитала мои мысли. Уважаемая Инга, я безмерно вам благодарна за все, что вы для меня сделали, за вашу мудрость и вашу доброту. Я живу, я дышу благодаря вам. Вы подарили мне вторую жизнь. Я закрыла огромные долги благодаря вашим работам. Ваши труды просто бесценны. Я благодарю богов, что привели меня к вам. Благодарю ваш могучий род и низко кланяюсь.
Дай вам Боги здоровья крепкого, удачи и благополучия. Благодарю, благодарю, еще раз благодарю вас. Целую ваши ручки. Спасибо вам огромное.